Относительно недавно была представлена новая оболочка Android 15, в которой ввели новые фишки. Одной из таких фишек является новая медиапанель. Она выглядит так. Это панель из Android 15. К примеру, на телефонах Xiaomi своя медиапанель, и она выглядит так. Функционал здесь намного меньше. Так вот, сейчас покажу, как добавить такую медиапанель из Android 15 на ваши телефоны. Если что, естественно, ей можно попользоваться и легко удалить, если она вам не понравится. Также однозначно стоит отметить, что это приложение, с помощью которого устанавливается данная панель, имеет встроенный эквалайзер, который взаимодействует полностью со звуком всего телефона и при правильной настройке улучшает звук. Чтобы все правильно настроить, смотрите ролик до самого конца. Как это все сделать? Смотрите, на моем Xiaomi сейчас стандартный ползунок. Далее по ссылке в описании вам нужно скачать вот такое приложение. Оно будет загружено в мой телеграм-канал. Не забудьте на него подписаться. Там я регулярно выкладываю много интересного. Устанавливаем данное приложение себе на телефон. Вот оно. Запускаем его. Нажимаем Next. Даем разрешение. Разрешение для Bluetooth можете дать, а можете и не давать. Просто данное приложение может взаимодействовать с вашими наушниками. Здесь нажимаем Explore, у нас подтверждается полная версия приложения. Шагаем назад. Нажимаем Next. Finish. Появляется такое окно, нажимаем ОК. Далее нажимаем Settings, Volume Button и сверху активируем галочку Allow. Нас перекидывает в это меню, находим здесь наше установленное приложение. Вот оно. Разрешаем показывать его поверх других приложений. Шагаем назад. Еще раз активируем эту же галочку Allow. Заходим в скачанные приложения. Вот оно наше приложение. Ставим здесь галочку. Окей. Внимание! Если в этом меню данное приложение у вас не активно, эту строку невозможно выбрать, значит вам нужно все это свернуть, удержать на нашем приложении, продвинуться в самый низ, чуть-чуть подождать, и у вас здесь появится пункт «Разрешить запрещенные настройки». Заходим в него и разрешаем. Теперь приложение у нас активировалось. Его можно свернуть и попробовать посмотреть, работает ли оно у вас. Как видите, все прекрасно работает. Но, друзья, это еще не все. К слову говоря, если вот здесь в шторке вам мешают такие уведомления от этого приложения, можете на нем удержать и нажать «Запретить». Ничего страшного в этом не будет. Сразу после выполнения этих манипуляций вам нужно также зайти в настройки, приложения, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Находим здесь данное приложение и ставим на нем галочку, чтобы оно появилось здесь. Именно эта настройка очень важная, чтобы все предыдущие настройки не слетали. К слову говоря, это приложение очень мало пожирает батарею. Оно будет жрать заряд только когда вы его будете настраивать. Но когда оно работает в фоне, за день оно потребляет примерно 1,5%. Я это все тестировал. Далее на рабочем столе вызываем ползунок, нажимаем вот эти кнопки. Нас перекидывает в соответствующее меню. Доступ к функции не беспокоить. Здесь также находим наше приложение и ставим на нем галочку. Теперь у нас здесь все заработало. Еще здесь есть интересная настройка. В главном меню нажимаем вот эту шестеренку. Volume Button, Style. Здесь вы можете изменять данный ползунок. Видите, например, Android 14, Android 15, Android 15 Beta. Также вот здесь можете изменять некоторые настройки. Например, выставлять свой цвет. Нажимаем Custom и выбираем любой цвет. Set. Применить. Теперь данный ползунок будет выглядеть так. Что касается эквалайзера, он находится в главном меню вот здесь. Вы просто его активируете, нажимаете график эквалайзера, включаете эту галочку и настраиваете его под себя. Например, я настраиваю примерно так. Также данный эквалайзер работает с такими мощными плеерами, например, как от Samsung. Это родной оригинальный плеер от Samsung. Когда мы в него заходим, нажимаем здесь три точки,
Качество звука и звуковые эффекты. У нас открывается дополнительное меню, где мы можем выбирать сторонний эквалайзер. Например, это может быть Wavelet, либо то приложение, которое мы установили. И эта настройка действительно улучшает звук как на всем телефоне, так и в наушниках. Если вдруг на моем канале вы пропустили такое видео, как установить данный плеер и как использовать к нему эквалайзеры, ссылку на это видео оставлю в описании под этим роликом. У вас остались какие-то вопросы? Пишите их здесь, в комментариях, постараюсь помочь. Также можете задавать вопросы в моем телеграм-канале. Кстати, не забывайте на него подписываться. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!